Для меня это был шок. У этого мотоцикла пробег всего лишь 2000 километров, уже течет масло. Если вы посмотрите вот сюда на цепь ГРМ, то она вот здесь вот достаточно сильно прослаблена и гнет в первую очередь впускные клапана. Сколько раз и как наплевательски надо было разбирать пластик, чтобы родных болтов не осталось вообще. Если смотреть на двигатели глазами старовера, то я против герметика. Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас видео посвящено мотоциклу BMW K1600 GTL в рестайлинге, начиная с 2016 года. Многие из вас из предыдущих видео уже знают, что у этого мотоцикла пробег всего лишь 2000 километров и что я его купил себе. Кстати, предыдущий владелец тоже является зрителем этого канала, поэтому, Руслан, привет! Сегодня я начну потихоньку готовить мотоцикл к сезону, и сегодня мне нужно будет устранить одну досадную проблему для того, чтобы установить дуги безопасности. Досадная проблема заключается в том, что, к большому сожалению, с этого мотоцикла уже течет масло. Для меня это был шок. Но после просмотра определенного количества рестайлингов на рынке, как раз таки 17-го, ну они есть конца 16-го года, есть 17-го года, 18-го, 19-го. Вот эти годы я смотрел, потому что помимо того, что я искал мотоцикл себе, я также выбирал мотоциклы еще паре клиентов. Поэтому посмотреть я успел их за последний месяц, наверное, штук 7. В итоге получилось, что эта течь масла есть абсолютно на всех гантелях. Я стал обсуждать со своими коллегами этот вопрос, и они мне сказали, что да, эта течь есть у каждого второго, где-то BMW там герметика не докладывает с завода, типа снимаешь крышку, чистишь, промазываешь герметиком, нормально ставишь и все окей. Что меня в этой ситуации больше всего шокирует? В первую очередь то, что я являюсь фанатом марки, и, на мой взгляд, это со стороны компании BMW несколько странно допускать такие детские болячки. Я так понимаю, что если обратиться к дилеру по гарантии, когда этот мотоцикл еще был на гарантии, а он 2017 года и гарантия на него уже не распространяется, само собой дилер, наверное, бесплатно это бы отремонтировал. Но очень многие на незначительные течи забивали, и сейчас на рынке мы можем увидеть мотоцикл с пробегом 1015, у которого все вокруг этой крышки, правый конкретно ГРМ, вот здесь вот находится просто в грязи, в масле и так далее. Это очень неприятно выглядит, когда ты смотришь мотоцикл стоимостью более 2 миллионов. Я бы сказал, это выглядит немного странно. Особенно учитывая весь мой предыдущий опыт, у меня было две гантели, одна была с пробегом 27 тысяч 2012 года, я продал ее с пробегом 43. Там нигде, ни из одного места за все время, пока я на ней ездил, даже не пыталась течь масло. У нее на пробеге 90 потекла клапанная крышка, прокладка, но не более. Значит, и второй мотоцикл у меня был эксклюзив 2015 года, он у меня был с пробега 284 километра, и на пробеге 38 я его продал. Там тоже не было ни одной течи, даже намека на какую-либо течь там не было. И мы видим рестайлинг 17-х годов, на которых течет практически крышка на каждом первом. Лично меня это убивает. Особенно при том, что никаких глобальных изменений в конструкции двигателя не было. Это точно такая же крышка, как на старых мотоциклах. По сути, точно такой же картер. И по сути, точно такой же двигатель.
То есть что-то изменилось, где-то кто-то то ли удешевил производство, то ли что-то еще. Честно, это меня расстраивает. Конечно же, я, обладая собственной мастерской и вот этими вот руками, не вижу в этом никакой проблемы. Я сейчас также эту крышку демонтирую, помою, почищу весь герметик, нанесу новый, покажу вам, как это делается. В принципе, ничего в этом нету страшного, но сам по себе этот факт лично мне неприятен, особенно учитывая стоимость нового мотоцикла. Ну, я надеюсь, что в совсем новых они эту тему пофиксили. Ну да, в принципе, я вот недавно ставил дуги на мотик 23-го года, и человек успел на нем уже несколько тысяч проехать, то есть там никаких течей замечено не было. Очевидно, это был именно косяк определенных годов, но все же сам факт. Также на рестайлинге замечено, что у них часто течет сальник хвостовика редуктора, хотя на Доресте такого не было никогда в жизни. Мои знакомые, которые работают официальных дилеров, сказали мне следующее, что, похоже, BMW сменили поставщика сальников. Такие вот дела. Итак, для проведения этого ремонта будет достаточно демонтировать одну вот эту вот детальку пластика и, собственно, далее снять пластиковую облицовку крышки и саму крышку. Данная пластмасска держится всего лишь на двух торксах Т-25. И очень легко демонтируется. Оп. После этого можно снять вот этот винтик, а также открутить 3 нижних торкса, которые непосредственно уже держат крышку, но и не только крышку, но еще и пластик. Также снимем вот этот болт, который держит вот эту вот пластиковую штуку. И с помощью торкса Т-50 открутим болтик, который нам больше не пригодится. С помощью этого уха у нас будет здесь теперь крепиться дуга безопасности. После демонтажа крышки здесь виден очень хорошо весь масштаб проблемы. Капли масла, как и на самой крышке, так и на пластиковой защите. Очень хорошо видно, что сопли масла у нас прямо из-под болта и далее стекали вниз, задерживаясь до определенного момента пластиковой защитой. Не знаю, будет ли это видно на камере, но из-под верхнего болта тоже была небольшая сопля, и там видно тоже явное запотевание. Такое ощущение, что крышка в этих местах промазана по внешнему контуру, а внутренний контур вот здесь вот промазать забыли. Итак, все процедуры у нас простейшие, отработанные долгими годами практики, поэтому делаем, откручиваем сначала все крепежные болты крышки. Видим здесь на резьбе огромное, кстати, количество масла. Ну что, ожидаемо и неудивительно. Далее нам необходимо аккуратно отковырять крышку, она сидит на герметике, желательно при этом не испортив ее товарный вид. Поскольку здесь особо не предусмотрено никаких выступов для того, чтобы крышка аккуратно снималась, в принципе, самое простое, что нам может помочь, это резиновый молоток, киянка или что-то в этом духе. Желательно стучать по местам, которые не видовые, хотя, в принципе, и видовым особо такая вещь не навредит. Аккуратненько крышка простукивается по контуру. Я сейчас только подставлю что-нибудь под масло. Значительного количества масла у нас отсюда не вытечет. Сильные удары делать не нужно. Просто от того, что будут удары, герметик будет расшатываться и отходить. Вот здесь вот у меня уже пошла щелочка. Итак, совсем чуть-чуть поковырять крышку все-таки пришлось. Я ее, в принципе, достаточно аккуратно демонтировал. Теперь я займусь чисткой, нанесением герметика заново, обезжирю все это дело, естественно, как следует, и установлю ее на место. Насколько я могу видеть, вот в этом внутреннем углу и вот здесь герметиком закрыта не вся вот эта вот часть, как должна быть. И, скорее всего, из-за этого и потекло. Наиболее вероятно, что данную процедуру на заводе BMW выполняет робот по определенной программе. И проблема в том, что в этой программе был
в какой-то партии определенный сбой или какая-то непродуманность, я не знаю. То есть, скорее всего, со временем, когда этот дефект вылез уже на дороге у пользователей, это дело наверняка поправили, но сам факт того, как это сделано, он, конечно же, очень неприятен. В принципе, такая вот история. Ну, я сейчас возьму Scotch-Brite, все это аккуратно зачищу, вот здесь вот проложу все салфетками, и, соответственно, мы будем это дело собирать. Я так думаю, что вот здесь не закрыто герметиком до конца, а вот здесь по внутренней части вообще герметика, такое ощущение, что не домазали. Кстати, сейчас мы можем очень одну интересность увидеть. Если вы посмотрите вот сюда на цепь ГРМ, то она вот здесь вот достаточно сильно прослаблена на новом мотоцикле. Это, в принципе, является нормой, потому что, смотря в каком положении остановился коленвал, но нагрузка распредвалов может цепь немножко сместить в эту сторону, потому что натяжитель у нас находится сверху. Это именно та причина, по которой двигатель никогда нельзя крутить в направлении обратном направлению вращения коленвала. Потому что когда это все заведется, коленвал будет крутиться по часовой стрелке, и цепь сразу же натянется. Даже у тех гантель, у которых перескакивает ГРМ, а перескакивает он при сильном износе, перескакивает он все равно не здесь. Он перескакивает у них на впускном распредвалу и гнет в первую очередь впускные клапана. Такая вот история. А вот эта вот история является вполне нормальной. Но если сейчас начать крутить двигатель обратно против часовой стрелки, то вероятность перескока резко увеличится. Кстати, дополнительный успокоитель присутствует также на крышке, но он такой металлический, совсем страховочный. Такая вот история. Для чистки плоскости крышки я использую такую вот вещь, наш шуруповерт. Это компания G-Tool изготавливает, российская. В принципе, очень удобно пользоваться, только от нее летит во все стороны, и я не использую ее для чистки плоскостей непосредственно на самом двигателе. А крышку, которую я могу потом целиком отмыть, в принципе, очень удобно бывает чистить, она не повреждает плоскость, и вообще Scotch-Brite это очень хороший инструмент любой фирмы абсолютно для того, чтобы чистить такие вещи. И для того, чтобы герметик немножко размягчился, очень прикольно брызнуть на него каким-нибудь, ну вот в моем случае это не фраз, можно обезжиривателем, бензином, чем угодно. Моя задача до идеала очистить плоскость и дальше уже, собственно, наносить на нее герметик. Вот. В случае, если он немножко размягчен, то он вообще вот так вот элементарно очищается. Можно использовать для чистки много разных инструментов, но мне вот сейчас такой удобен, я как раз недавно начал пробовать. Пока еще не знаю, насколько эта штука долговечная. Далее просто моем, продуваем, и крышка готова к установке. А вообще, я решил снять еще и вот эту деталь пластика, так как она мне все равно будет мешать ставить дугу, ну и чтобы не пачкать ее в момент чистки вот этой вот плоскости. Вообще, конечно, очень печально мне осознавать тот факт, что у всех производителей качество очень сильно падает. Даже у той самой именитой Honda, качество которой все считают эталонным, мотоциклы тоже ломаться стали намного чаще. У меня есть друг, который после гантели купил себе офигенную новую Африку. И у него после 2 сезонов сломало пополам вал масляного насоса. Такая вот тема. Одним из самых главных показателей, живая техника или не очень, для меня является оригинальность крепежа. Когда я смотрел один из мотоциклов, вот точно такой же рестайлинговый, на котором, со слов продавца, по-моему, в городе Новокузнецке меняли свечи и мыли радиатор, я не обнаружил вот на этих боковинах снизу ни одного родного болта. Там 6 болтов, по 3 с каждой стороны, и все разные. Вот мне интересно, сколько раз и как наплевательски надо было разбирать пластик, чтобы родных болтов не осталось вообще. Сейчас все производители
очень многое собирают на герметике. У гантели, в принципе, не считая головки, клапанной крышки и крышки сцепления, весь двигатель собран на герметике. То есть вот эта крышка, половинки картера. Половинки картера вообще очень редко сейчас кто-то ставит на прокладки, вернее вообще никто, потому что зазор между половинками картера очень важен, и он должен быть минимальным для того, чтобы зазор во вкладышах был правильным. С одной стороны, герметик и его широкое применение, как в автомобилях, так и везде, делает ремонт доступнее, потому что не приходится искать прокладки, которые часто трудно найти. Но с другой стороны, герметик добавляет работы, потому что его очень часто труднее бывает очистить, чем прокладку, а также его продукты чистки часто попадают в двигатели, особенно у неаккуратных мастеров, забивают там сетки маслонасоса и так далее, и так далее. То есть вот это не очень хорошо. То есть если смотреть на двигатели глазами старовера, то я против герметика, но уже как есть. Теперь задача тщательнейшим образом обезжирить как плоскость, так и крышку. Я сейчас прямо с отверточкой, салфеткой, намоченной в нефрасе, залазил во все отверстия, из которых как-либо могло течь масло или попадать масло, чтобы ни в коем случае, когда мы этот стык промажем герметиком, никуда не попало масло, и чтобы все хорошо и качественно приклеилось. Это очень важно. Итак, пришло время наносить герметик. Наносить герметик я буду на саму крышку. По технологии большинства производителей этого достаточно, но я еще на всякий случай сделаю такие вот штучки, чтобы болты у меня были с двух сторон обмазаны, раз у меня текло по болтам. Размажу я это дело пальцем, так вообще не делают ни на каком заводе, но это уже реалии. Нам важно получить тоненький слой. Размажу я только вокруг болтов. Во всех остальных местах оно само примет нужную форму так, как надо. Все, в таком виде я устанавливаю крышку на мотоцикл. Болты я тоже заранее подготовил, удалил с них все следы масла, а также герметика. Итак, с правой стороной я закончил. Крышка переклеена, протянута от руки. Также установлена дуга и собран пластик. Осталось сделать только 3 вещи. Первое — это отрегулировать туманку, когда двигатель будет запущен. Далее немного подождать и прогреть двигатель. Я это сделаю еще через полчасика. Этого будет достаточно. Убедиться, что нет никаких течей. Ну и третье — это поставить дугу на вторую сторону. Почему на гантелю надо ставить трехточечные дуги? Я прикреплю сейчас здесь ссылку на видео. Обязательно рекомендую к просмотру. Рекомендую беречь ваши дорогие двигатели и заранее предупреждать какие-либо серьезные поломки, повреждения и так далее. А с вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Очень надеюсь, что было поучительно. Если вы являетесь владельцем такого мотоцикла, обратите, пожалуйста, внимание на течь масла. Ну, а если захотите, можете в сезон приехать к нам на ее устранение. Если данное видео было полезно, ставьте лайк, пишите комментарии, в чем вы со мной согласны, в чем не согласны. Буду рад услышать все ваши мнения, все ваши вопросы. С вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Всем пока!